Доброго времени суток, мои дорогие зрители! Предлагаю вашему вниманию вот такой вот детский комбинезончик. Я постараюсь его максимально показать вам в видео, да. Фотографии, естественно, в самом начале будут прикреплены, что даст вам возможность его рассмотреть более детально. Если будут еще дополнительные фотографии, я, возможно, их выставлю в Instagram и поставлю ссылочку под видео в инфобоксе вам для того, чтобы вы могли пройти и в Instagram более детально его рассмотреть. Значит, из чего я вязала столь замечательный, прекрасный, нежный комбинезончик. Это пряжа от турецкого производителя Gazal Baby Cotton. В 50 граммах 165 метров. Производитель рекомендует вязать спицами 3 от 3 до 4. Стирка в 40 градусах. Цвет, если кому интересно, вот, пожалуйста, предоставляю, можете посмотреть. Состав 60% катон, 40% акрил. Сейчас я вам расскажу техническую, как бы больше, да, информационную часть, как я его вязала. И кому будет интересно посмотреть практику, пожалуйста, продолжайте смотреть это видео. Значит, на какие размеры? Сейчас я все вам измеряю в эфире, скажем так. Вот, линия реглана. Да, связан он регланом сверху. Линия реглана у нас 14,5 сантиметра. Если брать вместе с горловиной, то это 16,5 сантиметра. Рукавчик от начала горловины до с подвернутым манжетом 28. Если мы манжет отвернем, он такой вот достаточно длинный. Сейчас измеряем. Тогда он получается у нас 33 сантиметра. Это если мы манжет отворачиваем. Так, ножки, длина ножек у нас. Если будем измерять по внутренней части, да, вот от ластовицы, да, ластовицу мы как бы тоже захватываем, тогда у нас получается 21,5 сантиметр. Если мы будем от ластовицы замерять, у нас получается 19,5 сантиметров. Это с подвернутым манжетом. Если манжет отвернуть, от ластовицы, да, замеряем, по внутренней части у нас получается 23,5 сантиметра ножка. Так, ширина ножки. По верхней части 12 сантиметров. По нижней, до того, как мы начали вывязывать манжет, где-то 16-16,5. Так, высота манжетов. сантиметров. Ой, 15, господи, я прошу прощения, 5,5 сантиметров. Почему сделала такие высокие манжеты? Потому что детки, как правило, в этом возрасте растут активно. Вот, и это может, скажем так, комбинезончик долгое время еще вам послужить. Так, ширина вот в бедрах 27. В грудной клетке такая же должна быть ширина, но сейчас посмотрим. 26. Так, в бедрах за счет ластовицы, видно, получилось шире, потому что мы ее вывязывали. Так, что еще? Длина от внутренней части горловины, да, вот до конца ластовицы. Сейчас я вам измеряю, скажу. 36 сантиметров. Вот, длина вот по центру, да, если измерять. В общем, вот такой вот комбинезон. Как я его вязала? Сейчас я вам расскажу техническую часть. Значит, я набрала 59 петель, вязала сверху на горловину, да. Провязала, сейчас вам скажу, так, на спице номер 3 набрала 59 петель.
Потом провязала жемчужным узором. Если кто не знает, я обязательно там дальше буду показывать, как его вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядов. 7 рядов жемчужным узором я провязала. Дальше развесила маркеры, выделив регланные линии, по 3 регланные линии. По 3 у меня получилось. Значит, наперед у меня, вернее, на спиночку у меня осталось 9 петель. Вот здесь. На рукавчика по 5 петель. 5 здесь, 5 здесь. Регланные линии 3, 3, 3, 3. Дальше. И вперед у меня осталось по 12. 12 здесь и 12 здесь. Итого 24. Из них у меня ушло по 6 петель на планочку. 6 с одной стороны и 6 с другой стороны. Так вроде бы как бы понятно, да? Дальше вывязывала я росток, делала такие вот развороты. Два разворота на спиночке, раз, два, по 2 разворота на рукавах и по 1 развороту впереди. Итого 2. В общем, так вот вывязывала росток. Если кто не любит вывязывать росток укороченными рядами, значит, пожалуйста, можно точно так же связать азиатский росток, и получится тоже замечательный комбезик. Вот, я же вывязывала, как дальше, я вам тоже в видео буду показывать обязательно. После чего, когда мы уже вывязали росток, мы приступили вывязывать, скажем так, дальше наши регланные линии. Вывязали мы определенную длину, да, которая нам нужна. Сняли петли рукава на дополнительную ниточку, закрыли. Если у кого есть на булавку, в общем, вашим любимым привычным способом переснимаете петли рукава, как вы считаете нужным. Я же этого закрыла просто на дополнительную спицу. Добавила петли подреза по 3 петелечки. 3 с одной, 3 с другой. И дальше пошла вязать по прямой, вот, до момента, когда вот здесь я уже соединила наше вязание, для того, чтобы вязать уже, скажем так, какую-то часть по кругу. Вот, вывязали ластовицу и начали вывязывать одну ножку, вторую ножку, один рукав, второй рукав. Закрывала я петли иглой. Вот резинку, да, видно, да, как получилось. Закрывала также и ластовицу я тоже закрывала иглой, соединяла вот что у нас получается. Вот так, такая вот ластовица. В принципе, как бы все я вязала одним номером спиц 3, вернее, набирала одним номером спиц, это номер 3. Да, я, по-моему, там сказала 3,5, нет, номер 3. Все, абсолютно весь комбинезон вязала спицами номер 3, кроме манжетов. Манжеты я вязала на спицах номер 2,5. В принципе, как бы, наверное, все. Сформировали, да, петельки на протяжении вязания сразу же. Ничего отдельно не вывязывала, скажем так, цельновязанная планка сразу же была. Петельки, пуговки вот такие, если кому интересно. Вот такие мячики пришила цветные, захотелось. Вот мне помогал ребенок выбирать мой, скажем так, это не ему комбинезон, но он принимал, скажем, прямое участие, довольно-таки активное участие. Да, и по бокам я еще не сказала, вот здесь вот у меня тоже идет жемчужный узор. Вот. До самого конца, вот до самого низа. Так, со спиночки еще хотела вам показать, как он выглядит. Вот его спинка этого комбинезончика. Вот такой вот он получился комбинезончик. Вот. Пряжа на ощупь очень приятная. Ребенку она не будет колкая, как-никак это хлопок. Летом в нем будет не жарко. Осенью он немножечко идет на согрев, на прохладное. Конечно, лето на прохладные вечера, да, понятно, что в жару его не оденешь, будет очень жарко. Вот, но на прохладные вечера будет замечательно. Вот, осень, весна, пожалуйста. В общем, вот такой вот, ничего сложного. В основном, что здесь? Резинка 1 на 1, жемчужный узор, который участвует в планочке.
участвуют в горловине и в боковых декоративных, скажем так, вставочках, да. Все остальное лицевая, изнаночная гладь. Все, как бы лицевая с лицевой стороны, изнанка с изнанки. Сейчас покажу, как он внутри выглядит, ну, с изнаночной стороны. Если кому вдруг интересно, расстегну, покажу. Вот. Вот так он идет вот с изнаночной стороны. Вот наши подрезы. Вот такой вот с изнанки. В общем, присоединять нить несложно. Нить получается вот такая вот, состоит из нескольких волокон, да, сама ниточка скрученная. И как бы у меня есть там, я не помню, записывала ли я сюда, как я присоединяла нитку одну к другой. Но в других мастер-классах я точно показывала, как я это делаю. Ничего сложного, если нет, просто завязали на узел, узелочек спрятали, да и все, как бы тут... Я думаю, что в принципе и девочки, которые умеют вязать лицевую, изнаночную и понимают, что такое реглан сверху, да, могут смело брать спицы в руки и вывязывать столь замечательный комбинезончик для своего малыша. Вот. Я же всем удачи желаю в вывязывании. Дальше видео будет практика. Будут вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Я открыта к общению. Ну и всем хорошего настроения. До встречи. Итак, дорогие мои зрители, приступим к вывязыванию нашего комбинезона детского. Для этого мне нужно набрать 59 петель. Раз, два, три. Не сказала самое главное, что мы набираем петли на спицы размером номер 3. Я набираю петли. Значит, 59 петель я набрала. Дальше что делаем? Разворачиваем наше вязание. И вяжем, снимаем первую петелечку нашу кромочную и вяжем жемчужный узор, он же путанка. Это лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так продолжаете до конца ряда. Последнюю петлю провязываем изнаночной. Второй ряд мы вяжем следующим образом. Значит, первую петелечку мы с вами снимаем. И вторую петельку тоже, для того, чтобы сформировать красивый край. И эта вторая петля всегда будет с обратной стороны лицевой. Дальше мы видим, что у нас есть лицевая. Значит, мы вяжем противоположно изнаночную, формируя наш жемчужный узор. Где мы видим лицевую, вяжем изнаночную, где мы видим изнаночную, вяжем с вами лицевую. И так продолжаем до тех пор, пока не останется на спицах у нас 2 петли. Провязали мы с вами второй ряд, осталось у нас 2 петли. И смотрите, 2 петли с изнаночного ряда мы будем вязать следующим образом. Мы будем вязать предпоследнюю петелечку изнаночной и последнюю тоже. Разворачиваем с вами наше вязание и приступаем к вывязыванию лицевого ряда, он же 3 по счету. Значит, что мы делаем с теми петлями, которые мы сейчас провязали? Мы их не провязываем, вот эти 2 петли, первую снимаем и вторую тоже снимаем. И дальше вяжем наш узор, формируя следующим образом. Это где у нас лицевые, мы провязываем изнаночные, а где у нас изнаночные, мы провязываем лицевые. Таким образом мы формируем наш жемчужный узор. Вяжем до конца ряда, пока не останется у нас с вами 2 петли на спицах. Провязали мы с вами 3 ряд до конца, осталось 2 петли, и значит последние петли мы провязываем 1 лицевая и кромочную изнаночная. В 4-м ряду
Мы эти 2 петли будем снимать, вязать дальше по узору, формируя наш узор жемчужный, и последние 2 петли мы будем провязывать. 4-й ряд провязывайте самостоятельно. Итак, вяжем мы с вами уже 5-й ряд, и в этом же 5-м ряду мы будем с вами формировать наши петли для пуговиц. Значит, пуговицы у меня будут пришиты, получается, с левой стороны, а справа я буду формировать петельки вот таким вот образом. Что нужно мне сделать? Нужно выделить планочку. Планочку я уже выделила. В планочке у меня будет 6 петель вместе с кромочной с одной стороны и с другой стороны 6 петель вместе с кромочной. Значит, что мы делаем? Да, еще не сказала такой момент. Смотрите, лицевая сторона у меня будет не где косичка, она пойдет в изнаночную сторону, а где вот такие бугорки. Мне кажется, так смотрится гораздо симпатичней, я как бы продолжая или начиная этот жемчужный узор. Значит, что мы делаем? 5-й ряд. Напомню, мы с вами формируем наши петли, да? Помним, да, что мы первую петелечку снимаем, вторую петелечку мы тоже снимаем в начале ряда и начинаем вывязывать наш узор. И вот так мы с вами вяжем до нашего следующего маркера. Довязали мы с вами до маркера и начинаем формировать нашу с вами петелечку. Перебрасываем маркер, выкладываем наши петли таким образом, чтобы мы могли провязать красиво 2 вместе. Вот так, чтобы петельки не были скрещенными. Делаем накид и вяжем по нашему узору, формируя наш жемчужный узор. Не забываем, что последнюю мы провязываем, вернее, предпоследнюю лицевой, а последнюю изнаночной. Вот мы с вами сформировали. Вот она, наша петелечка. Сейчас мы, когда провяжем с вами изнаночный ряд, он же, собственно, 6-й, да, вы увидите эту петелечку. Помним, да, первые мы 2 снимаем, не провязывая. Дальше мы вяжем по узору. Нашу вот эту, получается, петелечку мы провязываем лицевой. Вот получилось. Сейчас я провяжу дальше, чтобы было удобно показать вам. Дальше вяжем мы с вами жемчужный узор. Так вот. Вот наша петелечка. Для маленькой хорошей пуговки. До конца ряда провязывайте самостоятельно. В общем, что я вам скажу, мои дорогие зрители, пока я вязала, скажем так, нашу горловинку, да, я передумала и решила, что лицевая сторона будет не та, которую изначально я говорила, а вот это где косичка. Вот она мне понравилась больше. Все-таки в процессе вязания. Такое бывает, но для меня это не имеет особого, как бы так, значения в плане расположения петелечек. Петля просто будет расположена вот так. Да, еще я всегда обязательно, когда формирую петелечку, обязательно цепляю на противоположной стороне маркер для того, чтобы видеть, где мне нужно пришить пуговку. Это облегчит потом мою работу в пришивании пуговиц. Итак, в итоге мы провязали с вами 6 рядов нашей планочки и вяжем 7-й ряд, не планочки, а горловинки, и вяжем 7-й ряд. Так, сейчас я запишу. Вот. Вяжем 7-й ряд. Помним, да, что первые 2 петли мы с вами снимаем, не провязывая. Вот так.
Дальше вяжем жемчужный узор. И продолжайте самостоятельно до конца ряда. Итак, дорогие зрители, провязали мы с вами в общей сложности 7 рядов путанки, он же жемчужный узор. И продолжаем следующим образом. Что мы делаем? Для начала нам нужно развесить с вами маркеры, для того, чтобы сформировать наши с вами регланные линии. Найдите 4 одного цвета, желательно, маркера, для того, чтобы их выделить, эти регланные линии. Значит, я возьму белые. Я прошу прощения, оговорилась, нужно 8 маркеров. Как мы будем с вами развешивать маркеры? Значит, петли нашей планки мы уже с вами выделили. Дальше у меня идет на первую полочку, не считая петель планочки, 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восемь петелек. Итак, развесили мы с вами маркеры следующим образом. Значит, идет у нас передняя планка, на нее мы отвели 6 петелек. Дальше регланные линии, как мы выделили. 8 петелек у нас идет на первую полочку, 3 петли выделили регланной линии, 5 петель у нас идет рукава, 3 петли выделили регланной линии, 9 петелек у нас ушло на спиночку, 3 петли регланной линии, 5 петелек второго рукава, 3 петли регланной линии. И осталось у нас 8 петель передней полочки второй и 6 петелек планочки. Вот так вот это выглядит. Значит, смотрите, я комбезик данный буду вывязывать с ростком. Это укороченными рядами. Значит, разделила я следующим образом. Я не стала переписывать. Значит, на спинке у меня будет вот с каждой стороны по одному развороту. На рукавах у меня будет по 2 разворота. И впереди у меня будет по одному развороту. Как я это буду делать, я покажу сейчас. Вы же можете, если кто не хочет заморачиваться вывязыванием ростка, вы можете провязать азиатский росток. Азиатский росток, он есть и у меня в некоторых видео мастер-классах на канале. Если же есть также много информации в интернете, если вдруг вы не поймете или захотите, чтобы я отдельно сняла вам видео по азиатскому ростку, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием вам помогу. Я же буду вывязывать, скажем так, укороченными рядами. Для этого мне нужно развесить тоже, опять же, маркеры. Уже взять другого цвета, можно одного, можно сделать разноцветную елочку, вот, развесить маркеры. Значит, от регланной линии, вот с крайнего маркера 2 петли, дальше от следующей регланной линии сюда 2 петли, 2 петли и 1 останется, и здесь 2 петли. Сейчас я развешу и все точно вам покажу. Итак, развесили мы с вами маркеры для того, чтобы провязать наш росточек, да. Значит, помним, да, белые маркеры это у меня выделены линии реглана, а бледно-розовые маркеры это у нас точки разворота для вывязывания нашего ростка. Значит, что я сделала? На спиночке я выделила по 2 петли. Вот, 1, 2, 1, 2. На рукавах я выделила 2 точки разворота, которые разъединяют 2 и 1 петелечку. И впереди я тоже выделила у нас одну точку по одной точке разворота, где выделила по 2 петелечки. Значит, укороченные ряды я буду провязывать немецким способом. Как это делать, я сейчас вам покажу. Значит, попробую, конечно, схематично объяснить, но попробую, по крайней мере. Значит, вот наше с вами начало ряда. От начала ряда я буду провязывать до вот этой точки, до точки 1, вот где у меня 2 петли, до спиночки. Потом от спиночки я буду провязывать, не забыв сделать прибавочки, как их делать я вам покажу.
А потом мы возвращаемся с изнаночной стороны до вот этой точки, до второй, вот где на рукавах, да, разворот у нас. После этого мы с вами должны будем развернуться и дойти до третьей точки, не забывая сделать прибавки. В общем, во всех лицевых рядах мы будем делать прибавки, во всех изнаночных мы их делать не будем. Будем провязывать по узору. Сейчас мне нужно провязать от начала, да, до первой точки разворота на спиночке, не забывая сделать прибавки. Значит, нашу планку я буду вязать, ой, что я делаю? Нашу планку я буду вязать по узору. 2 петельки я снимаю для того, чтобы у нас красивый вот такой вот край был. И вяжу жемчужный узор, он же путанка. Перебрасываем маркер, и здесь мы уже начинаем вязать лицевыми петлями. Так как комбинезон у нас вяжется лицевой гладью, так провязываем регланные линии. Впереди, в первых регланных линиях я сейчас не буду делать прибавки, а начну их делать на спиночке. Итак, смотрите, довязали мы с вами до спинки, да, вот наша спинка, да. Как я буду делать здесь прибавки в регланных линиях? Сейчас еще раз покажу на схеме, где я сейчас буду делать. Я буду делать прибавки вот здесь, вот. Делать прибавочки я буду из протяжки. Поднимаем нашу протяжку и провязываем скрещенной петлей с наклоном вправо. Перебрасываем маркер, вяжем 3 петли регланной линии, перебрасываем маркер, поднимаем протяжку вот так. И тоже провязываем скрещенной лицевой. И довязываем с вами до маркера. Провязали до маркера. Снимаем его. Разворачиваем наше вязание. Оставляем петлю спереди, вернее нитку. Снимаем петелечку и вот так вот делаем. Дальше вяжем изнаночными. Сейчас покажу, куда мы вяжем. Дальше вот этому, получается, до этого маркера мы провязали. Мы отмечаем, что мы уже провязали первую, да. И теперь мы вяжем вот сюда, да, вот этого маркера. До первого разворота от нашей регланной линии на рукавах. Скажем так, до следующего розового маркера или какого там цвета у вас маркер. Провязываем регланную линию, перебрасываем маркер, довязали, да, до разворота, снимаем маркер,
Разворачиваем наше с вами вязание. Снимаем петелечку и вот так вот вяжем дальше. Вяжем дальше и не забываем, что сейчас нам нужно будет снова сделать прибавку в регланной линии. Одну прибавочку. И вторую прибавочку. Значит, что будем, где мы разворачиваться будем сейчас? Сейчас мы провязали вот этот. Теперь наша задача вот дойти аж сюда. Вот видите, до вот этой точки разворота, до троечки этой. Так, дошли мы с вами до петелечки, вот видите, которой мы разворачивались, да, она такая, как вроде двойная. Мы ее провязываем вот так, лицевой, вот. Видите, достаточно симпатично будет смотреться. Розовый маркер мы переснимаем. И во второй регланной линии на спиночке мы делаем прибавки. Провязываем 3 петелечки в регланной линии. Делаем вторую прибавочку. И довязываем до вот этого розового маркера. Провязали, снимаем маркер, разворачиваем мы с вами наше вязание. Снимаем петелечку, разворачиваем ее и вяжем. Значит, давайте посмотрим. Сейчас мы с вами довязали до вот этой троечки, да? Теперь что мы будем делать? Мы будем вязать до вот этой вот петелечки, до розового вот этого маркера, который на спиночке один у нас остался. Маркеры наших регланных линий. Вот сейчас мы с вами вяжем вот до вот этого маркера. И у нас уже на спиночке маркеров не останется. Довязали, снимаем. Разворачиваем наше с вами вязание. Снимаем петелечку, прокручиваем ее вот так. Так, довязали мы с вами до вот этого маркера, да, четвертую мы берем в кружочек, что мы уже провязали. Теперь от четвертого мы его должны вот сюда вот довязать, до пятого, вот до этого маркера, который по центру на рукаве. Не забывая сделать прибавочки с лицевой стороны на спиночке регланной линии. Если вдруг вы запутались или же хотите облегчить себе, как бы азиатский росток очень даже
работает. Честно, сама очень часто его использую. Вот. Но здесь мне захотелось сделать именно как анатомически укороченными рядами. Называйте его как вам удобно. Так. Да, смотрите, дошли мы с вами снова до 2 петелечек, да, которые мы разворачивали. И так аккуратненько мы с вами их должны провязать лицевой. Вот. Вот красиво смотрится, все аккуратно. Так, довязали мы с вами до маркера последнего на рукаве. Снимаем маркер, разворачиваем наше вязание, снимаем петелечку и ее вот так проворачиваем. Давайте посмотрим, что же мы с вами там уже провязали. Значит, мы довязали до 5-го, вот до пятерочки. Берем ее в кружочек, и наша задача сейчас довязать вот до этого маркера, последнего маркера на рукаве. Вот вяжем. С изнаночной стороны прибавочек не делаем. Смотрите, вот мы дошли до этих петелечек наших разворота, да, они вот такие, вы их точно не пропустите. Что мы делаем? Заводим изнутри нашу спицу и провязываем вот так вот изнаночную. Вот, смотрите, ниточки расслаиваются. Так, вот получается красивая лицевая, не перекрещенная, не скрещенная, все отлично. Вяжем до маркера на рукаве, на плече, рукаве, до маркера рукава. Так, маркеры регланной линии переснимаем. И вот снова, да, наши 2 петелечки, ну, которая одна, но перевернутая, да, таким же способом вот так вот провязываем. Провязали. Так, довязали мы с вами до маркера последнего на нашем рукавчике. Снимаем маркер, разворачиваем наше с вами вязание. Снимаем нашу петелечку и вот так вот протягиваем, выворачиваем, да. Значит, давайте посмотрим, где мы с вами развернулись на схеме. Так, на схеме мы с вами развернулись вот здесь, вот этот вот маркер, вот шестерочка, мы ее обводим. Теперь наша задача от шестерочки добраться до первой планочки, видите, до маркера розового на передней планочке, до семерочки. Не забывает делать прибавочки здесь, здесь и здесь. Делаем прибавку возле регланной, перед регланной линией. Провязываем регланные линии
делаем прибавку за регланной линией. Итак, вяжите, не забывая сделать прибавки до вот этого маркера. Итак, смотрим, значит, с шестой точки отсчета до седьмого, до вот этого маркера мы делаем прибавочки только с вами по спиночке в регланных линиях. Впереди не делаем, так как в начале самого первого ряда я впереди не делаю, для того, чтобы у нас сошлись потом петелечки. Уже в следующем развороте мы будем уже делать прибавочки и впереди в первых регланных линиях. Итак, довязываем мы с вами до маркера на передней полочке, снимаем маркер, разворачиваем наше вязание, снимаем петелечку и вот так вот ее протягиваем. И теперь наша задача довязать изнаночный ряд до вот этого вот розового маркера. Давайте мы отметим, чтобы потом не сбиться. Значит, сейчас мы с вами уже подобрались до вот этой семерочки, провязали ее и разворачиваемся вот отсюда, вот наш последний, скажем так, разворот, и вяжем до вот этой восьмерочки, вот до этого маркера. Значит, довязали мы практически с вами до последнего нашего разворота, что может нас только порадовать. Так, снимаем маркер, разворачиваем наше вязание, снимаем петелечку и проворачиваем. Теперь, значит, смотрите, что мы делаем с вами дальше. Дальше мы делаем прибавки в каждом лицевом ряду. Это касается и первых прибавок, и на спиночке. В общем, делаем в каждом лицевом ряду наши с вами прибавочки. Сейчас я довяжу и расскажу, что, как довяжу до конца ряда, провяжем мы с вами еще один ряд изнаночный, и я включу камеру, скажу, что делать дальше.